Здравствуйте и добро пожаловать на наш канал. Мы благодарны вам за то, что вы присоединились к нам сегодня. В этом видео мы погрузимся с вами в загадочный мир пророчеств монаха Авеля, одного из самых известных провидцев в истории России. Также мы сегодня и поговорим о Ванге, узнаем, что же Ванга говорила о России, о ее правителях и что нам ждать. Поэтому сегодня мы рассмотрим предсказания о будущих правителях России, а также обсудим грядущие испытания и возможности спасения нашей страны. Узнаете, какие события монах Авель предсказывал с пугающей точностью и какие испытания ждут Россию в ближайшем будущем. Эта информация касается всех, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Также поддержите нас своим лайком, нам будет очень приятно. Итак, друзья, монах Авель, который жил с 1757 по 1841 год, был одним из самых загадочных и известных провидцев в истории России. Его жизнь окутана множеством тайн и легенд, а пророчества сбывались с такой пугающей точностью, что до сих пор вызывают удивление и трепет. Родившись в простой крестьянской семье, Авель с юных лет проявлял необычайные способности к духовным и религиозным вопросам. Вскоре он принял монашество и посвятил свою жизнь служению Богу и пророчеству. Авель был известен своей строгой аскезой и молитвенной жизнью, что придавало его словам вес и значимость среди современников. Он много времени проводил в уединении, в посте и в молитве, что, по его словам, помогало ему получать откровения о будущем. Его предсказания касались не только личных судеб отдельных людей, но и ключевых событий в истории России и мира. Монах Авель предсказал многие важные события, которые сбылись с поразительной точностью, и вот некоторые из них. Первое – это кончина Екатерины II. Монах Авель предсказал смерть великой императрицы, указав точную дату и даже обстоятельства. Это пророчество было воспринято с недоверием, но когда оно сбылось, о нем заговорили во всех уголках империи. Далее смерть Павла I. Одним из самых известных предсказаний Авеля было убийство императора Павла I. Он точно указал на заговор против императора и предсказал его гибель, что и произошло в 1801 году. Далее конец Александра I. Авель также предсказал загадочную смерть Александра I, который умер при таинственных обстоятельствах в 1825 году. Многие современники связывали это событие с пророчеством монаха. Также монах предсказал и вторжение Наполеона в Россию и последующее поражение французской армии. Он предупреждал о тяжелых испытаниях, которые ждут страну, и о великом триумфе, который в итоге придет. Одним из самых мрачных пророчеств Авеля было предсказание падения Российской империи. Он предвидел революцию, гражданскую войну и последующие трагические события, которые навсегда изменили облик страны. Авель не только предсказывал события, но и давал советы и предупреждения, которые могли помочь избежать некоторых бедствий. Его пророчества записывались и хранились в монастырях, а некоторые из них до сих пор остаются засекреченными. Пророчества монаха Авеля до сих пор изучаются и интерпретируются историками, теологами и эзотериками. Они видят в них не только предсказания, но и духовные наставления для будущих поколений. Некоторые исследователи считают, что его пророчества могут помочь понять и предотвратить грядущие кризисы. Авель предсказал появление великих лидеров и правителей, а также их судьбу. Его предсказания о будущих правителях России и о грядущих испытаниях для страны заставляют задуматься о том, насколько наша история предопределена и что мы можем сделать, чтобы изменить ее к лучшему. Одно из самых шокирующих пророчеств монаха Авеля касается 10 правителей, чьи действия приведут страну к хаосу и раздору. Эти правители описаны в его видениях как фигуры, которые внесут огромный вклад в судьбу России, но не всегда в положительном ключе. Первый правитель, по предсказаниям Авеля, сплотит могущественную силу и будет безжалостно уничтожать оппонентов. Этот лидер проявит жесткость и непреклонность в своих действиях. Он будет использовать любые средства для достижения своих целей, включая насилие и репрессии.
Его правление станет временем страха и подавления, когда многие люди будут страдать от его безжалостных решений. Вся страна окажется в состоянии постоянного напряжения, и любое несогласие будет жестко подавляться. Второй правитель попытается править двумя государствами, но потерпит неудачу и погибнет. Этот лидер, стремясь к объединению двух государств, столкнется с многочисленными проблемами и сопротивлением. Его амбиции окажутся слишком высокими, и он не сможет удержать власть. В итоге он погибнет, не сумев реализовать свои планы и оставив страну еще в большем хаосе. Его правление будет коротким, но запомнится как период неудач и разочарований. Третий правитель будет болезненным и слабым, неспособным удержать власть, но не отдаст трон добровольно. Этот лидер, как написано в предсказаниях, окажется физически слабым и не будет в состоянии управлять страной эффективно. Несмотря на свои недостатки, он будет цепляться за власть, что приведет к нестабильности и ухудшению положения в стране. Внутренние конфликты и борьба за влияние будут характерны для его правления. Четвертый правитель пойдет от руки хромого, прежде чем успеет надеть корону. Этот лидер не успеет даже начать свое правление, как его убьют. Хромов, о котором говорится в пророчестве, станет причиной его гибели, оставляя страну в состоянии неопределенности и без лидера. Его смерть вызовет волну политических интриг и борьбы за власть. Пятый правитель будет военным по натуре. Сам будет страдать от болезней, но будет окружать себя новыми глазами и чужим ртом, чтобы удержаться у власти. Этот лидер, будучи военным, будет страдать от болезней, но постарается удержать власть с помощью своих соратников. Он будет использовать обман и интриги, чтобы сохранить свое положение, что приведет к еще большему разладу в стране. Военное давление и авторитарный стиль правления станут его визитной карточкой. Шестой правитель будет женщиной, златовласой дамой, которая попытается навести порядок, но не сможет заручиться поддержкой народа. Этот лидер-женщина будет пытаться вести реформы и улучшить положение дел, но столкнется с сопротивлением и недоверием со стороны народа. Ее усилия окажутся недостаточными для стабилизации ситуации, и страна останется в состоянии хаоса и неопределенности. Седьмой и восьмой правители принесут новые кровопролития и предательства. Эти лидеры, каждый по-своему, будут способствовать внутренним конфликтам и предательствам. Их правление будет отмечено насилием и разрушением, что приведет к дальнейшему ослаблению страны. Постоянные конфликты и отсутствие единства будут главной характеристикой их правления. Десятый правитель погибнет от смертельного ранения вскоре после прихода к власти. Этот лидер не успеет долго править, так как вскоре после его восшествия на трон он будет убит. Его смерть приведет к еще большей нестабильности и хаосу. Страна окажется на грани гражданской войны и разрушения. Десятый правитель объединит Русь, но радости не принесет. Этот лидер, несмотря на свои усилия по объединению страны, не сможет принести народу радость и процветание. Его правление будет отмечено трудностями и испытаниями, которые оставят глубокий след в истории страны. Люди будут страдать от его жестокой политики и экономических трудностей, но, возможно, это станет и началом нового этапа в истории России. Одно из самых тревожных пророчеств монаха Авеля гласит, что после 10-го правителя страну ожидает нескончаемая тьма. Это предсказание вызывает наибольшее беспокойство и страх за будущее России. В своих видениях монах описывает период неопределенности и хаоса, который наступит после правления 10 царей. По его словам, Россия погрузится в состояние, из которого выход будет найти крайне сложно. Нескончаемая тьма, по мнению Авеля, будет характеризоваться глубоким социальным, экономическим и политическим кризисом. В этот период страна столкнется с множеством внутренних и внешних угроз, которые поставят под сомнение ее существование как единого и суверенного государства. Войны, бедность, раздоры и отсутствие стабильного правительства станут постоянными спутниками россиян.
Авель предсказывает, что народ России будет страдать от угнетения и несправедливости, а каждый новый правитель будет лишь усугублять ситуацию. Политическая нестабильность приведет к смене власти, но ни один из правителей не сможет вывести страну из кризиса. Вся система управления окажется парализованной, а народ лишится надежды на лучшее будущее. Пророчество монаха Авеля о нескончаемой тьме вызывает ассоциации с предыдущими периодами русской истории, такими как смутное время и революция. Смутное время – это с 1598 по 1613 годы было периодом политической и социальной нестабильности, сопровождающимся внутренними конфликтами, интервенцией иностранных держав и голодом. Это был один из самых тяжелых периодов в истории России, когда страна оказалась на грани распада. Революция 1917 года и последовавшая за ней гражданская война также привели к глубокому кризису и кардинальным изменениям в политической системе страны. Этот период был отмечен массовыми репрессиями, разрушением экономики и социальной инфраструктуры, а также огромными человеческими потерями. Современная Россия также сталкивается с рядом серьезных угроз и вызовов, которые могут привести к повторению мрачных сценариев прошлого. Политическая и экономическая нестабильность, внутренние конфликты, санкции со стороны Запада и внешние угрозы создают условия для возможного кризиса. Кроме того, усиливающаяся поляризация общества и рост недовольства среди различных слоев населения могут привести к социальным беспорядкам и нестабильности. Экономические проблемы, вызванные падением цен на нефть, санкциями и недостатком структурных реформ, также добавляют напряженности. Внутренняя политическая борьба и отсутствие прозрачности в управлении усиливают недоверие к властям и создают условия для кризиса. Пророчество монаха Авеля служит важным напоминанием о том, что Россия не раз сталкивалась с тяжелыми периодами в своей истории и сумела их преодолеть. Важно помнить, что будущее не предопределено и многое зависит от самих людей. Единство, стабильность и стремление к прогрессу могут помочь избежать самых мрачных сценариев и построить светлое будущее для страны. Ну а чтобы предотвратить наступление нескончаемой тьмы, необходимо сосредоточиться на решении внутренних проблем, укреплении политической системы, проведении экономических реформ и улучшении социальной справедливости. Объединение всех слоев общества вокруг общих целей и ценностей поможет преодолеть текущие вызовы и создать условия для устойчивого развития. Ванга, знаменитая болгарская провидица, оставила после себя множество предсказаний, которые также касаются и будущего России. Ее пророчества вызывают живой интерес и обсуждение, поскольку многие из них уже сбылись с удивительной точностью. Ванга предсказывала, что Россия сыграет ключевую роль в глобальных процессах и станет опорой для мира и стабильности. Одним из центральных пророчеств Ванги было предсказание об объединении славянских народов под крылом России. По ее словам, именно Россия станет центром притяжения для всех славянских наций, создавая мощный альянс, который будет способен противостоять внешним угрозам и разрешать глобальные конфликты. Ванга видел Россию как страну, которая принесет мир и процветание своему региону и всему миру. Ванга также предсказывала и духовное возрождение России, которое окажет огромное влияние на всю планету. Она верила, что духовные ценности и моральные устои России станут примером для других народов. По ее мнению, именно Россия сможет показать миру, что истинные ценности заключаются в мире, справедливости и любви к ближнему. Одним из самых известных предсказаний Ванги было упоминание о Владимире, который станет знаковой фигурой для России. Ванга предсказала, что этот лидер укрепит позиции России на международной арене, выведет страну из кризиса и направит ее на путь процветания. По словам Ванги, Владимир станет символом силы и решимости, который сможет преодолеть все препятствия и вернуть России величие. Ванга говорила, что этот лидер появится в самое сложное время, когда Россия будет нуждаться в сильном и в мудром правителе. Он сумеет объединить народ, возродить экономику и вернуть стране статус великой державы. Под его руководством Россия станет ключевым игроком на мировой арене, способным решать глобальные проблемы и защищать интересы своего народа. Пророчество Ванги о будущем России
вызывает множество толкований и интерпретаций. Некоторые считают, что ее предсказания уже начали сбываться, другие видят в них руководство к действию. Важно понимать, что предсказания Ванги не являются неизбежным сценарием, а скорее предупреждением и призывом к действиям. Ванга предсказывала, что Россия столкнется с множеством испытаний и трудностей, но сумеет их преодолеть. Она верила, что дух русского народа и его стремление к справедливости помогут стране выйти из любых кризисов и добиться процветания. По ее мнению, Россия станет примером для других стран, показывая, что сила духа и единство народа способны преодолеть любые преграды. Пророчество Ванги о России является важной частью духовного наследия страны. Они подчеркивают значимость России на мировой арене и ее роль в глобальных процессах. Ванга верила в силу и потенциал русского народа, его способность преодолевать трудности и добиваться величия. Эти пророчества вдохновляют и дают надежду на светлое будущее, где Россия станет центром духовного возрождения и мировым лидером в борьбе за справедливость и мир. Пророчество Ванги напоминает нам о важности веры и в свои силы и стремления к лучшему будущему. Они подчеркивают необходимость единства и солидарности, призывают к духовному возрождению и нравственному очищению. Пусть эти пророчества станут для вас источником вдохновения и силы на пути к процветанию и гармонии в нашем мире. Пророчество монаха Авеля и Ванги представляет собой удивительное сочетание мрачных предсказаний и надежды на великое будущее. Оба провидца, жившие в разные времена и в разных уголках мира, оставили после себя видения, которые касаются судьбы России. Несмотря на то, что их предсказания кажутся пугающими и мрачными, они также указывают на возможности для роста, возрождения и достижения величия. Монах Авель, который жил с 1757 по 1841 год, прославился своими пророчествами, многие из которых сбылись уже с пугающей точностью. По словам Авеля, первый правитель, который был, сплотит могущественную силу и будет безжалостно уничтожать оппонентов. Также после 10-го правителя, по предсказаниям Авеля, страну ожидает нескончаемая тьма. Также предсказания Авеля не заканчиваются на мрачной ноте. Они также содержат намеки на возможность возрождения и вознесения России к новым высотам. История показывает, что даже в самые тяжелые времена у России всегда находились силы для преодоления трудностей и достижения величия. Пророчество Авеля служит напоминанием о важности единства, веры и настойчивости. Ванга, знаменитая болгарская провидица, предсказывала ключевую роль России в объединении славянских народов и разрешении глобальных конфликтов. Она видела Россию как центр духовного возрождения и мировую опору для мира и стабильности. Ванга предсказывала, что Россия сможет показать миру, что истинные ценности заключаются в мире, в справедливости и любви к ближнему. Одним из самых известных предсказаний Ванги было упоминание о Владимире, который станет знаковой фигурой для России. Ванга предсказывала, что этот лидер укрепит позиции России на международной арене, выведет страну из кризиса и направит ее на путь процветания. Под его руководством Россия станет ключевым игроком на мировой арене, способным решать глобальные проблемы и защищать интересы своего народа. Пророчества Авеля и Ванги не должны восприниматься как неизбежный приговор. Они скорее служат предупреждением и призывом к действию. Будущее России во многом зависит от наших собственных действий и решений. Если мы с вами сумеем извлечь уроки из прошлого, сплотиться перед лицом общих угроз и работать вместе на благо нашей Родины, то мы сможем опровергнуть самые мрачные пророчества и построить светлое будущее для грядущих поколений. Пророчества Ванги и Авеля вдохновляют и дают надежду на светлое будущее, где Россия станет центром духовного возрождения и мировым лидером в борьбе за справедливость и мир. Эти пророчества напоминают нам о важности веры и в свои силы.
стремление к лучшему будущему, единства и солидарности. Пусть эти пророчества станут для вас источником вдохновения и силы на пути к процветанию и гармонии в нашем мире. Конечно же, на сегодняшний день многих людей интересует, а кто же станет преемником Владимира Путина? И вы знаете, мы сейчас вам дадим очень интересную подсказку. Возможно, многие сразу поймут, о ком мы говорим. Мы не будем говорить сейчас фамилию, имя человека, который станет преемником. Он уже есть во власти, он уже управляет страной, он является даже министром, и когда произошла отставка одного министра на другого, все прямо были очень сильно удивлены. Но можем вам сказать, что преемником нашего президента станет человек, который похожий на полководца Суворова. А теперь подумайте, кто это может быть. Многие, кто знает историю и кто различает хорошо лица, увидят в этом человеке будущего следующего президента. Вот такой, друзья, важная и ценная информация мы сегодня с вами хотели поделиться. А что вы думаете по этому поводу? Обязательно напишите в комментариях к этому видео. Возможно, вы читаете чужие мысли, видите также предсказания. Поделитесь в комментариях. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной и нужной информации. Но прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео. Не переключайтесь.